Что такое Killzone? Killzone — это серия компьютерных игр в жанре шутер от первого лица, разработанная компанией Guerrilla Games и изданная Sony для игровых приставок PlayStation. Но если эта компания кажется для вас какой-то новой, незнакомой или чужеродной, имейте в виду, что эти ребята подарили нам также нашумевший в хорошем смысле хит Horizon Zero Dawn 2017 года. Ну и в 2021 выйдет продолжение этой прекрасной игры от этой же компании. Но сейчас давайте вернемся немного в прошлое и уделим время серии игр Killzone. По сути, это то, с чего начинался творческий путь Guerrilla Games. Разработчики создали очень интересную вселенную. События этого боевика разворачиваются в будущем, а именно в 2357 году. Я не буду раскрывать все детали сюжета, несмотря на то, что игра позиционирует себя как экшен и боевик, сюжет в ней имеется. Скажу только то, с чего все началось. После ядерной войны 2055 года, которая была вызвана дефицитом ресурсов на планете, а учитывая, куда мы сейчас все катимся, это вполне может произойти, я даже буду не удивлен. Так вот, человечество вынуждено было осваивать глубины космоса, так как большая часть нашей прекрасной Земли стала необитаемой и непригодной для бытия. После войны правительства стран мира сформировали мирный международный союз, известный как Объединенные колониальные нации, коротко ОКН. В итоге были найдены две пригодные для жизни планеты – Векта – богатый мир и планета земного типа, и Хелган – бесплодная пустошь. Впоследствии созданная на планете Хелган корпорация стремилась незаконно приобрести права собственности на колонию Векта, принадлежащую ОКН. Но когда земное правительство ввело санкции против неправомерного завладения колонией и чрезмерной монополии на рынке системы, разразилась новая война, которая привела к тому, что Альянс вытеснил корпорацию из Векты. В ответ изгнанные колонисты создали свое собственное государство на Хелгане, построенное на принципах милитаризма, фашизма и авторитаризма. Суровая среда и атмосфера планеты убила многих колонистов, вынудив выживших использовать респираторы и противогазы, чтобы дышать. В конце концов, население, теперь известное как Хелгасты, мутировало в безволосых людей с повышенной силой, выносливостью и интеллектом. Жаждущие отомстить землянам и вектанцам за страдания своего народа и убежденные в своем превосходстве над людьми, Хелгасты начинают наступление на Векту, чтобы расширить свою империю и впоследствии напасть на Землю и соседние звездные системы. Это все была предыстория. Вот такие вот дела, ребят. И с этого самого момента мы вступаем в бой. Первая часть серии Killzone вышла в 2004 году на консоли PlayStation 2. Эта игра, как и все последующие части серии, являются эксклюзивами для консоли PlayStation. Скорее всего, так и останется. В те годы это была одна из первых игр, которая доказала, что экшен-шутером от первого лица на консолях быть, потому как многие скептично относились к точному прицеливанию с помощью аналоговых стиков на геймпаде. Но и в самом деле, играть в такие игры на геймпаде после удобной клавиатуры с мышью для многих геймеров было нехилым таким испытанием, а для многих так оно до сих пор им является. Что хочу сказать, первой части игры уже 16 лет. Я в нее в первый раз, конечно, играл в середине нулевых, но специально для этого видео, чтобы освежить свои воспоминания, я снова ее перепрошел. Причем я максимально погрузил себя в среду 15-летней давности. Я играл в нее на старом квадратном телевизоре. Ух ты, достиженька. Ребят, это было круто. Что ж, разработчики подарили нам классический шутер от первого лица. Мы могли носить 3 вида оружия одновременно. Каждый основной ствол имел подствольные крепления. Это был либо гранатомет, либо дробовичок. Ну, конечно же, не обошлось без гранат, которые, положа руку на сердце, не очень удобно было кидать. Нам даже подарили ближний бой и скрытые убийства. Графика в игре соответствовала графике тех лет. Поэтому, если вы человек, который уважает игру не за игровой процесс, а исключительно за графические возможности, то мне искренне жаль, что вы не поиграли в нее раньше. Сейчас у вас, скорее всего, вылезут глаза. Но с графикой не так все плохо. Я вот переиграл буквально на днях даже на старом телеке и получил ровно те же эмоции, которые получал 15 лет назад. Сразу обозначу, что консоли PlayStation 2 у меня, к сожалению, не было. Я проходил версию игры для PlayStation 3, которая вышла в 2012 году. Но нам добавили только Full HD, то есть графика осталась точно такая же. И вы знаете, все было круто. Все, что меня бесило в этой игре тогда, меня, оказывается, бесит и спустя вот 15
15 лет. Скажем, первая часть этой игры — это была некая проба пера. Игра в техническом плане не идеальная, в ней достаточно косяков. Игра так себе отбалансирована по уровням сложности. Я проходил на среднем режиме, тяжелый не трогал, и я думал, что у меня взорвется зад, потому как сохранений очень мало. Они осуществлены между уровнями и редкими чекпоинтами. И иногда дойти от точки до точки и не подохнуть — это очень сложно. Управление не блещет отзывчивостью, да и чувствительность откалибрована так, что стиками на геймпаде орудовать не очень удобно. Перемещение по локации, осмотр местности окей, но целиться — это, друзья мои, что-то с чем-то. Скажу честно, я довольно быстро заново освоился, так как я в такие игры периодически на геймпадах играю. Но эта игра постарше, технологии были далеки от сегодняшних, поэтому ощущалась она не совсем так, как тот же шикарно откалиброванный Horizon. Да и все сравнительно новые игры, где нужно целиться и стрелять. Тогда-то мы, конечно, в это играли и воспринимали как должное, потому как ничего лучше, чем такой подход, в те годы не было. И игра очень многим, включая меня, понравилась. Серьезно, для боевика здесь очень хороший сюжет и очень длинная одиночная кампания, где у нас есть возможность играть за 4 разных персонажей, каждый из которых имеет особые способности. Мало того, персонажи вдобавок между собой взаимодействуют и морально развиваются. А еще, что меня прям порадовало, от твоих комрадов во время боя реально есть польза. Они на самом деле убивают врагов, они просто бегают и стреляют для галочки. Я знаю очень много игр, где вам предстоит сражаться в команде ботов, но чаще всего эти вот самые боты просто бегают, дабы вам было не скучно ловить маслины в одиночку. И, друзья, если вы в эту вот часть серии не поиграли 15 лет назад, то я не буду призывать вас делать это сейчас. Скорее всего, в этом вот виде игра вам не зайдет. И лучше просто погуглить сюжет и посмотреть пару геймплейных записей. И взяться сразу за прохождение второй части серии. Но если ты, друг мой, человек идейный, дотошный, если ты нуждаешься в том, чтобы иметь в голове полную картину, то, конечно же, надо бы пройти и первый Killzone. Back off, bitch. If you fire, you know you're dead. That's it! Enough! Because it's a long way to the fortress, and our chances, even if we pull together, are somewhere between slim and nil. So for the last time, get your shit together and start acting like soldiers! Ну а мы движемся к следующей части игры. Ну вот, следующая номерная часть серии Killzone 2 вышла уже в 2009 году, то есть спустя 5 лет с момента выхода самой первой игры. Это был уже Next Gen, это уже PlayStation 3, а не PlayStation 2, и это кучная очень крутых наворотов, модернизаций, улучшений и всякого рода приятностей. Это такая игра, которую прекрасно можно пройти даже сегодня, в 2020 году, и кайфануть так же сильно, как это было в 2009. В Killzone 2 игровой процесс выглядит очень кинематографично. На экране нет счетчика здоровья, только боезапас. Почти все игровые ролики выполнены в реальном времени на движке игры. Игрок может стрелять вслепую, вести огонь из танкового орудия или стрелять из-за укрытия. Все от первого лица. Также игрок может передвигаться на транспортных средствах, выдаваемых по сюжету. Игра, кстати, по сюжету идет спустя 2 года после событий первой части игры. Сама же компания-разработчик в одном из интервью упоминала, что на создание этой игры ушло примерно 21 миллион долларов, но по слухам, на самых поздних этапах разработки бюджет вырос до 45 миллионов. Судя по всему, ребята из компании Guerrilla Games нехило так разошлись. И почти 3 миллиона было потрачено на рекламу и промо-акции данной игры. Сюда входит реклама на ТВ, в кинотеатрах и так далее. Но это уже, черт подери, уровень, причем очень нехилый уровень. Игра избавилась от всех косяков и недочетов первой части. Многие прежде жаловались на затянутость и однообразие первой игры 2004 года. Разработчики прислушались и устранили. И в самом деле игра не дает скучать, поражая своим разнообразием и вполне нормальным сюжетом для экшен-шутера от первого лица. Сильный упор был сделан на разработку локаций, сразу видно, что все сделано с любовью и дотошностью. Здесь мы имеем всего одного главного героя и играбельного персонажа, а не 4, как это было в первой части. Не знаю как вам, но я не люблю особо на переправах менять коней и играть разными персонажами в одной игре. Конечно, если это не японская RPG или продукты компании Quantic Dream. Я люблю, когда мне дают какую-то одну личность, с которой я становлюсь единым целым от начала и до самого конца игры. И здесь именно такая ситуация. Всю игру мы дергаем за ниточки одним лишь бойцом группы Альфа по имени Томас Севченко. Прозвище у него Сев. Его комрады всю игру называют его именно Сев, а не Томас. Сев, отвали. Отвали, мать твою! Эй, потише! Рико,
Оставь его! Забавно то, что игра имеет хороший русский дубляж, и в русском дубляже его озвучивает один из самых узнаваемых голосов всея Руси Всеволод Кузнецов, то есть Сева озвучивает Севу. Если кто не знает, вышеуказанный господин — это голос Тома Круза, Уилла Смита, Брэда Питта. Если говорить об играх, то это Джоэл из Last of Us, Геральт из Ведьмака, детектив Рид из The Sinking City, и еще очень много персонажей Всеволод на себя взял. Зло трудно измерить, его границы размыты. Если надо будет выбирать между одним злом и другим, я не буду выбирать вовсе. Ты же хотел голову? Она там, у седла. Скажи своим, чтоб забрали. Ага. Что ты узнал? Что ты узнал? Рад был с тобой поговорить, но мне пора ехать, быстро! Вернемся к Killzone 2. Графика шикарная, отлично смотрится даже сейчас. Физика на достойном уровне. Стрелять из оружия и убивать хелгастов прям хочется. Они очень натурально умирают и по-разному реагируют на попадания в разные точки. Остроту ощущений в ключевые моменты нам, конечно же, добавляет режим вибрации на наших геймпадах. И еще один небольшой бонус. Сейчас это уже вовсе не новинка, но 11 лет назад это было каким-то чудом. Нам завезли небольшой интерактивчик, использующий встроенный гироскоп и акселерометр, чтобы мы, находясь у себя дома, своими руками крутили и вертели наш геймпад в моментах, когда в самой игре нужно крутить вентиль или устанавливать мину на дверь. Этот прием также очень хорошо помогает нам погрузиться в игровой процесс и ощутить себя на месте главного героя. Вот такой вот эксклюзивный экшен-шутер от первого лица для игровых станций Sony. Вот в эту игру я прям рекомендую поиграть даже сейчас, в текущем году. Да и в ближайшие годы, мне кажется, эта игра также будет актуальна. Дерзайте, друзья. Ну а мы переходим к следующей части игры и посмотрим, что именно студия Guerrilla Games нам завезла спустя 2 года. Killzone 3. Игра является прямым продолжением Killzone 2 и начинается прям с того места, на котором закончилась вторая часть игры. Первая игра в серии, представленная в стереоскопическом 3D, и первая, включающая элементы управления движением с использованием PlayStation Move. Разработчики из Guerrilla Games говорили, что после выхода Killzone 2 и началом работы над Killzone 3 они особенно тщательно прислушивались ко мнениям, высказываемым игроками, чтобы понять, что было сделано хорошо и нравится пользователям, а что можно улучшить. Был уменьшен лаг при управлении и увеличена отзывчивость модели, но при этом было сохранено ощущение того, что боец в игре на самом деле несет тяжелое оружие. В игре, конечно же, появилось новое оружие, уровни стали более масштабными и исчезла кратковременная загрузка локации. Кстати говоря, поиграв в эту игру, я обнаружил для себя, что хелгасты, оказывается, бывают не только бритоголовые. Играть нам предстоит за того же персонажа, который был в прошлой части, сержант Севченко или просто Сев. А вы откуда взялись? И на русскую озвучку вернулся всеми нами любимый Всеволод Кузнецов. Вставай! Отвали! Я сказал, вставай! А я сказал, отвали! Класс, нам подарили целую дилогию о шикарном бойце, а мочить хелгастов стало еще приятнее, чем в предыдущей части, потому что они еще натуральней стали реагировать на попадание в них. Серьезно, вот нашел бы какое-нибудь место, где их можно валить бесконечно, чем я время от времени и занимался. Да комрады мои постоянно гнали меня на текущую цель. Еще для себя отметил, как реалистично двигаются мои виртуальные товарищи по отряду. Ребята суетятся именно так, как нужно на поле боя, где каждую секунду можно отбросить копыта. Убить-то их, конечно, не могут, потому что они боты. Смертен, по сути, только я, играбельный персонаж. Но моим комрадам разработчики забыли это сказать. Очень здорово поиграть в Killzone 2 и 3 сразу без перерыва, чтобы одним махом пережить историю сержанта. О, чуть не забыл. Теперь у нас есть возможность убивать хелгов в ближнем бою, но при этом у нас выпадают абсолютно разные и очень жестокие анимации. Прям вот такой же кайф, как и от стрельбы. Уже говорил и повторюсь, очень рекомендую эту игру и предыдущую вторую часть. Ну а мы движемся дальше, нас ждет очередной Next Gen.
В 2013 году вышла 4-я часть игры Killzone Shadowfall в нашей локализации «В плену сумрака». Она вошла в стартовую линейку эксклюзивов для PlayStation 4. Игра вышла спустя 2 года после прошлой игры, и это стало практически полным переосмыслением того, что было до этого. Нет, это по-прежнему экшен-шутер от первого лица, но нам добавили сюда некоторые элементы исследования локаций, элементы стелса, даже немножко хоррора. Было внезапно и интересно обнаружить, как умело разработчики использовали встроенный в геймпад динамик, которых прежде никогда не было в геймпадах. Ты просто играешь в 2013 году на абсолютно новой консоли с новым геймпадом, никого не трогаешь, подбираешь аудиодневник, и у тебя в руках буквально начинает что-то разговаривать. Боже, милая моя, я так скучаю. Мы обязательно увидимся. Вряд ли они увидятся. Графика в игре просто огонь. Она была сделана на крутом движке Decima или Decima, который используют по сей день. С этим же движком позже сделали Until Dawn, Horizon и Death Stranding. Ну и скоро, как я уже упоминал, выйдет продолжение игры Horizon, также на этом движке. Игра визуально просто конфетка, и на текущий момент это последняя часть серии. Прошло вот уже 7 лет, не было ни анонсов, ни намеков, но игра вполне может вернуться в будущем на PlayStation 5, так как успех Horizon Zero Dawn позволил создателям нанять около 400 новых сотрудников. И можно предположить, что вряд ли Guerrilla Games ограничится одной лишь Horizon Zero Dawn 2. Я лично могу себя считать поклонником серии игр Killzone и даже буду ждать продолжения. Ну а пока мы ждем, разработчики могли бы по традиции переиздать предыдущие части серии на ПК, ибо нынче такая пошла мода. Ну вот, в общем и целом, на этом моменте можно было бы и прекратить уже это видео, но не стоит забывать и о 2 играх из серии Killzone эксклюзивно для портативных консолей Sony. Первая, Killzone Liberation, вышла на первой PSP в 2006 году, также разработанная Guerrilla Games, и сюжетно продолжала первую часть Killzone. Эта игра была представлена как шутер с видом от третьего лица, в отличие от игр основной ветки повествования, которые являются шутером от первого лица. Игрок может управлять только одним главным героем, Яном Темпларом. Это играбельный персонаж из первой части игры. Также в игре можно управлять танком, пулеметом, катером на воздушной подушке. Все текстовые текстуры полностью переведены на русский язык, а диалоги озвучены лучшими российскими актерами. Для портативки очень даже неплохо. Была сделана специально для того, чтобы вы убивали хелгастов, пока едете в метро, сидите на воздухе в парке или просто торчите в очереди где-нибудь в больнице или МФЦ. Ну и вторая игра вышла уже на PlayStation Vita. Кстати говоря, у меня так никогда не было этой консоли. PSP была и даже есть, а вот Vita у меня никогда не было. Это единственный Killzone, которая была сделана не Guerrilla Games, а ее дочерней студией Guerrilla Cambridge. И снова действие истории происходит после окончания первой части игры, хотя это уже второй спин-офф, и игра вышла уже в 2013 году. На тот момент уже вышли Killzone 2 и 3. Что ж, PlayStation Vita очень достойная карманная приставка, у нее шикарные возможности, и разработчики не ленились задействовать их все. В итоге для этой игры использовали модифицированную версию движка Killzone 3, где используются новые возможности: объемное освещение и дым, высокое разрешение текстур окружающей среды, сверкающий металл и реалистичные тени. И благодаря 2 аналоговым стикам владельцы портативной консоли смогут пережить полноценный шутерный опыт. Мне даже очень жаль, что я в нее так и не поиграл. Что ж, ну теперь у меня точно все. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите на мои стримы. Всего вам доброго. Что? Ты! Да, я.